Всем привет, мои дорогие подписчики! Сегодня мы продолжаем работать с курточкой, завершаем все наши операции, все наши действия с курточкой. Так, я сейчас вам выверну. Вот смотрите, вот эта вот часть у нас вот изнанка. Это у нас изнанка. Если вы хотите посмотреть, пожалуйста. Вот изнанка капюшончика, изнанка спиночки. Вот оно. Вот наша складочка, о которой я говорила, когда будет вот в движении вот это вот растягивается, видите? Все в практике. У вас никогда не будет рваться подкладка ни по пройме, ни по среднему шву, если он у вас будет. Всегда будет внутренняя часть изделия, будет всегда качественной в носке. Она долго-долго вам прослужит. Если вы будете шить верхнюю одежду, только делайте вот эту вот складочку. Неважно, шов этот или без шва. Все равно вы должны сделать эту складочку для качества в носке. Далее, я сейчас вам выверну, покажу. Я здесь оставила вот такую вот часть всего, то, что чтобы легче вам показывать. Обычно я выворачиваю через рукав, но это немножко утомительно, но в шве внутреннем, внутри рукава этот шов никогда не виден. Так, вот, я вывернула. Я вам все сейчас расскажу, покажу. Вот, смотрите, я притачала подкладочку. Втачала подкладку. Вот, видите, втачала подкладочку. Вот это вот все. Все здесь средний шов совместила. Подкладочка здесь. Вот, видите, в каком она состоянии. Далее. Вот, выверну вам все внутренности. Вот то, что я прострачивала. Вот здесь, вот видите, как оно. Вот этот вот наш овал. Наши рубашечные разрезик. Вот видите, как оно аккуратненько. Все вот это вот выведено. И мне нравится, что здесь без шва. Очень хорошо. Но на передней части невозможно было без шва сделать, так как у нас без шва подбор. Вот. Карманчик встрочен, клапан настрочен, это обстрочено, обведено. Все у нас здесь в капюшончике никакого, там все внутри. Капюшон закреплен, закреплено вот здесь вот вся по горловине вся часть, где вешалка, оно не будет, все открыто. Рукавчик, все вот. Вот рукавчик, вот он, вот рукав, и вот оно, вот плечевой шов, и вот такой запас у нас. Если мы захотим удлинить, мы можем удлинить подкладочку, мы можем удлинить подкладочку, и будет у нас длиннее рукав, вот. Но я не хочу, у меня как раз хорошая длина, все как по выкройкам. Здесь у нас мы подрезаем все здесь вот так вот аккуратненько. Мы все здесь подрезаем, мало подрезала, чтобы оно нам там не мешало, не было толщины. Очень важно, потому что изделие будет некрасиво смотреться в изделии, если они будут там вот эти вот
толщины, они нам не нужны, и выкладываться будет намного лучше разрезик. Это очень важно в обработке. Если вы не будете подрезать, это очень будет некрасиво. Так, все. Я вот это вот вам рассказала, то, что я обтачивала, все вот это вот. У нас все, вся часть, все части обработаны, все соединены, горловинка, все здесь соединено. Далее, вот эту вот часть, плечевые, мы обязательно, вот именно по окату рукава, мы это совмещаем и соединяем. В принципе, можно на ленту, чтобы оно ходила, эта подкладка, а можно просто, так как у нас это, если мы в шерстяном, дорогом, то мы вот эту вот часть на кусочек ткани, полосочки ткани пристрачиваем к пройме верха и пройме подкладки, окату верхнему. И тогда оно у нас как бы закреплено, но в свободном движении. В этой курточке я его соединю обычной строчкой, закреплю просто именно на плече оката. И также само нам нужно будет, для того, чтобы подкладка не ерзала, не тоже соединить по пройме. Вот. Вот. Закрепить, сделать закрепочку, и оно у нас не будет гулять, подкладка по всему, когда вы будете снимать одежду, оно не будет бегать по всему. Так, я здесь также само намечу, чтобы уже видеть, как у меня будет. Везде, видите, везде подрезала я углы, вот эти вот швы, обязательно, чтобы не было толщины. Вот, сейчас я закреплю булавочками, чтобы я потом села на машинку и закрепила, чтобы у нас никакого перекоса не было. Поставила закрепочки. И все. Так. Ну все, я буду выворачивать и покажу вам результат. Вот это вот нам осталось закрепить по плечевым и по пройме. То, что нам осталось закрепить, я выворачиваю практически готовое изделие. Оно легко выворачивается, потому что большой разрез, и я потом буду это все потом закреплять. Все. Так, это все поправляем. Все ставим на обратные места. Где-то так. Так, ну я здесь закрепила булавочками, оно некрасиво. Я сниму эти булавочки, чтобы вам было видно результат работы. Это нехорошо сейчас. Сниму эти булавочки, чтобы вы могли видеть четко. Результат работы обязательно. Так, все, смотрите. Так, я вам хочу сейчас показать. Это здесь будет, конечно, застрачиваться, все это. Показать, вот, видите, как у меня обработаны эти разрезики. Вот как аккуратненько вот это вот все обработано. Так же само на следующей. Вот обработано аккуратненько. Здесь подкладочка нахлест. И так же само здесь.
все уголочки, все аккуратненько. Все вот это вот. Тут я еще, может быть, закрепочку сделаю, но я посмотрю. Вот в таком состоянии вот наша курточка. Это низ курточки, карманчики. Здесь я сделала шлевочку для пояса. Пояс уже у меня практически готов. Вот такой я смоделировала пояс. Мне очень хочется пояс здесь сделать красивый, чтобы можно было завязать бант. Так, и будут у меня, я планирую вот такие заклепочки поставить. Вот так вот. Вот заклепочку на карман. Я хотела две, но не хочу я. Пускай она просто торчит по уголкам. Мне тоже будет нравиться вот эта вот вся дутость. Очень красиво по одной. Заклепочки будет здесь на карманчиках. А рукавчик вот в таком состоянии у нас внутренняя часть. Все вот здесь вот аккуратненько, вешалочка. Капюшончик в вывернутом состоянии изнанки, так же само, как лицо. Это очень важно. Вам не будет стыдно ходить. То есть мне. Вот здесь вот все обработано, все, ничего не гуляет. Все закреплено. Внутри все красиво. Разрезики, красивый подгиб. Очень мне нравится вот эта вот часть. Хоть и ткани много уходит, но оно красиво, очень красиво. Когда расстегнешь, когда снимаешь, но виден результат качественной работы. Так, вот, смотрите, здесь у меня будут плечики, все красиво здесь. Вот, рукавчик очень интересный получился. Примерка будет на следующем уроке. Я вам покажу, померяю, как оно ложится. Я мерила очень классно. Здесь у меня будут, я планирую вот здесь вот эти заклепочки, кнопочки. Вот. Часто не буду. И вот оно так вот будет выглядеть. Будет очень красиво. Интересно. Я не хотела маленькие ставить. Я решила побольше. Так. Протягиваем пояс. Не хочу пояс. Вот. Здесь не надо будет прострочить еще пояс и все. Мне захотелось сделать вот такие вот шлевочки красивые. Вот шлевочки красивые такие они, широкие. Прибавляют. Вот. Вот так вот запланировала. Вот так вот будет курточка под пояс. Захотите без пояса, захотите с поясом, это уже ваше решение. Вот. И вот так вот таким макаром я планирую носить эту курточку вот с таким бантом. Очень красиво. Пряжку я хотела пряжку, но я перехотела пряжку. Я решила, что бант будет красивее. Будет украшать эту курточку, рубашечку. Вот наш результат. Еще осталось закрепить по плечу, по пройме и застрочить шовчик и поставить заклепочки. Все. И курточка наша готова. И я могу ходить и радоваться, и любоваться своей работой, гордиться своей работой, в конце концов. Мой бренд, не тренд, это сейчас в тренде, вот это вот все. Такой красивый цвет, мне нравится. Такой цвет, он такой
яркий, отражающий. Очень красиво, мне нравится. Вот такой вот бантик у нас будет. Очень тоже мне нравится все. Так что я создала свой бренд. Вот такого нигде нету. Только как у меня. Вот мой личный, мой собственный дизайн моей курточки. Мне нравится очень и рекомендую. Если вам хочется быть индивидуальным, и чтобы ни у кого такого не было, и все будут хотеть купить такую курточку, но это будет только у меня. Если вы сможете такую курточку пошить, значит, это будет ваш бренд. Мой бренд вот такой вот. Это мой бренд. Шить одежду с Лорочкой. Заходите на мои уроки. Много чего я еще вам покажу. Очень интересного. Я планирую еще переделку платья. Готовлюсь к Новому году. Мне платьечко это не нравится. Ну как не нравится, оно как бы немножко маловато. И мне не нравится вырез. Я буду переделывать это платьечко. Я купила уже кружево и будем готовиться к Новому году. Так что, дорогие мои, на следующем уроке я буду вам мерять, показывать свое уже готовое изделие, свой бренд. Так что, дорогие мои, следите за моими уроками. Лорочка. То есть шить одежду с Лорочкой. Лорочкин бренд. Вернее, Лорочкин бренд. Надо, наверное, переименовать название канала Лорочкин бренд. В общем, вот капюшончик. Я вам покажу ближе. Вот, видите, как капюшончик. Красиво. Мне вот нравится вот именно вот эта вот часть. Она так все это здесь закрывает. Ну все, мои хорошие, следите за моими уроками. Так что я вам буду очень много чего показывать. Много-много интересного. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Буду рада вас видеть на моих уроках. Всем пока-пока.